Nissan Leaf ZE1 последнего поколения. Снятие магнитолы и щитка приборов, ну, для разных целей. Либо чтобы поставить для радио адаптер, ну а также для перевода на английский либо русский. Что для этого нужно? Сначала поддеваем крышку предохранителей. Снимается реально 10 минут. Здесь мы видим болт, крепящий эту решетку. Откручиваем его. Так, болт выкручен, решеточка снята. Под ней мы видим следующий болт, крепящий верхнюю часть торпеды. Тянем. Сверху уже идут просто клипсы металлические. Просто надо тянуть равномерно, ну и желательно, конечно, двумя руками. Оп. Снято. Магнитола крепится на 4 болтах. 2 сверху, чтобы до них добраться, вот эта планка просто тянется. Вот так снимается. 2 болта видим. Блок управления климатом из-под низа тянется вверх. Просто раз щелчок, 2 щелчок. Климат снят, еще 2 болта. Откручиваем их. После того, как открутили 2 болта, магнитола дополнительно держится на защелках. Тянем сначала одну сторону, потом другую. Вытаскиваем. Отсоединяем разъемы. Разъемы отсоединены. Магнитола свободна. Готова к дальнейшему использованию. Кстати, для снятия только щитка приборов процедуру без снятия магнитолы все равно нужно выполнить, потому что верхняя планка держит вот эту окантовку. Так, далее нужно снять вот эту решетку. Она не прикреплена никакими болтами, только на клипсах. Аккуратно тянем снизу, сверху она может разобраться неправильно. Используем пластиковый инструмент, стараемся, чтобы не поцарапать интерьер. Вот, просто о чем я говорю. Если тянуть только сверху, то разберется вот в этом месте, вот эти клипсы. И снимется только верхняя окантовка. Ну, это неправильно может привести к ее повреждению. Далее, верхняя. Просто берем за своим пальцем, тянем на себя. Опускаем руль вниз. Тянем на себя. С этой стороны также. Отключаем разъем кнопками. Отключаем разъем кнопок подсветки, яркости подсветки. Вон он, разъем белый. Разъем отсоединен. Вытаскиваем окантовку щитка. Щиток держится на 3 болтах. 1 сверху, 2 снизу. Откручиваем их. Болты откручены, щиток никак более не держится. Тянем на себя. Забираем болты отсюда. Если отвертка плохо намагничена, они отверткой не вылезли с отверткой. Выворачиваем. Смотрим. 2 разъема. Отсоединяем их. Разъемы отсоединены. Извлекаем щиток. Сборка осуществляется в обратном порядке. То есть устанавливаем щиток. Вставляем в него разъемы. Заправляем вверх в пазы. И прикручиваем на 3 самореза. После того, как прикрутили, вставляем его окантовку
Не забываем подключить разъем управления яркостью подсветки на место. И защелкиваем. Щиток установлен. Устанавливаем дефлекторы отопителя. Все, данная часть собрана. Далее устанавливаем головное устройство и подключаем его к системе. После подключения разъемов, которые, кстати, перепутать невозможно, так как они все индивидуальны, вставляем головное устройство на его место и прикручиваем на 4 самореза. После того, как саморезы прикручены, устанавливается блок управления климат-контролем. Очень легко защелкивается. Декоративная накладка. И дефлекторы отопителя. Не забываем прикрутить верхнюю накладку панели саморезом. Устанавливаем последний дефлектор отопителя на место. И также прикручиваем его на последний саморез. После того, как саморез вкручен, устанавливаем последнюю боковую крышку блока предохранителей. Попадаем в пазы.